У кого что, а у нас тут новый ультрафиолетовый лазерный маркер. С очень короткой длиной волны и очень маленьким диаметром пятна. У него невероятно энергоемкий поток, высочайшее разрешение и очень тонкие линии. Это канал Лазеркат, меня зовут Виктор. Досмотрите это видео до конца, чтобы ничего не пропустить. А мы начинаем. Лазерный маркератор Watson с излучателем от GPT на 3 Вт. Здесь новый улучшенный корпус. Благодаря нашим разработкам он стал на 15% компактнее. Мы переработали подъемный механизм, сделали шаг винта меньше для более плавного хода. В данном типе маркеров используется водяное охлаждение, то есть вам обязательно понадобится чиллер, а как его выбрать, смотрите у нас на канале. Обычно CO2 маркеры используют для неметаллов. Волоконные для металлов, а ультрафиолетовые вообще для всего. Стекло, кристаллы, фаянс. Сейчас я записал. Минералы, фаянс, фарфор, дерево, силикон, металлы, ткань, жир, спуток, пластик, проволока, полиуретан, резина, силикон, бетон, термоэластопласт и многое другое. В чем новизна? У него практически самый маленький диаметр пятна. А зачем маленький, если есть большой, спросите вы? Так вот, дело в том, что в этом вся фишка. С таким маленьким диаметром пятна можно практически все, что угодно. Диаметр его пятна в 3 раза меньше, чем у оптоволоконного. И в 30 раз меньше, чем у CO2 маркера. Как это работает? В отличие от других лазеров, ультрафиолетовый источник дает более короткое излучение волны. 355 нанометров. Это дает более тонкий луч, но с более энергоемким потоком. Все дело в высокой энергии квантов. Это пушка, а не лазер. Из-за того, что зона теплового воздействия у него меньше, он может делать абляцию, по сути, испарение верхнего слоя материала более высокого качества. На любом материале, без микротрещин, без деформации, без обугливания. Практически в холодную для материала. В результате получается чистая и очень тонкая маркировка, не требующая дополнительной обработки. Для чего же он нужен? Ну, например, для того, чтобы маркировать супер точно и супер тонко какое-нибудь ювелирное изделие. Прямо на алмазе. А в пандемию эти маркеры стали очень популярны, потому что на них стали маркировать медицинские маски. А еще с его помощью маркируют электронные компоненты, интегральные микросхемы, электроприборы и печатные платы. Он маркирует сложные защитные элементы на удостоверениях личности, кредитных картах и наносит серийные номера, штрих-коды, QR-коды, логотипы. В общем, графику любой сложности. Подойдет ли он вам? Ну, скорее всего, да. Этот маркер предназначен для огромного спектра целей. На нем даже можно делать микрорезку и микросверление. Это очень точная и максимально деликатная маркировка для материалов. Спросите, может ли он делать цветную маркировку? Ну, конечно же, да. С его помощью достигается качественный детализированный рисунок с четкими краями. Лазер отлично режет бумагу, не обжигая ее. Вы буквально можете создавать кружево из обычного листа. Делать, например, открытки, визитки, приглашения, уникальную сувенирную продукцию. А еще он не требует специальных условий эксплуатации. Экологически безопасен, не наносит вред персоналу и окружающей среде. А знаете, какой у него ресурс работы? Невероятный! Это 100 тысяч часов без остановки, прям вот 10 лет, без расходников, только электричество. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, как вас зовут? Сергей. Сергей, вы с какой проблемой к нам пришли? Возникла проблема маркировки продукции. Продукции, с которой мы имеем дело, и есть необходимость промаркировать, в частности, нанести QR-код на нее и это самое модифицировать чуть-чуть саму надпись. Мы сейчас выбираем те устройства, которые будут наносить маркеры, лазерные маркеры. Вот попробовали мы уже волоконные маркеры. И получилось так, что их мощности не хватает для того, чтобы нанести требуемую нам маркировку. И поэтому приехал в эту компанию для того, чтобы проверить ультрафиолетовый лазер, его возможности. Все говорят, что хорошо, а я решил засунуть свой лом в эту японскую лесорубку. Все хорошо, результатом удовлетворены. Посмотрим, как финансовые условия, примерно понятны, но
Будем смотреть, как будет на практике, как будет эксплуатироваться в дальнейшем эта техника. Итак, параметры станка. Размер рабочего поля зависит от установленной линзы 110 на 110, 200 на 200 или 300 на 300. Здесь у нас 200 на 200. Излучатель GPT дает равномерную заливку, которая подойдет для простых и сложных задач. Сильная защита от электромагнитных помех. Высокая эффективность управления температурой. Удобное интерактивное управление с графическим интерфейсом. Это был новейший лазерный маркер Watson UV-TT с излучателем от GPT на 3 Вт. Еще есть на 5 Вт. Переходите на сайт, там вы можете подробно обо всем почитать, если вы хотите протестировать какой-нибудь свой материал. Приходите к нам в демонстрационный зал, мы с удовольствием это сделаем вместе с вами. Или пишите, звоните, мы вам все объясним и расскажем. Самые внимательные наверняка уже заметили, что наши оптоволоконные маркеры тоже выглядят иначе. А все потому, что мы сделали редизайн всей нашей линейки. На нас в социальных сетях и идите... Как-то добрее будь к зрителю. Это канал Лазеркат. Но не настолько.